Всем привет, друзья! Алло, гараж, привет! Сегодня вот такой видеоролик. ГАЗ, ГБО, тема все та же. Все знают, что это. Это редуктор ГБО, Томасета, Аляска. Получилась такая проблема. Заправил я бак, перестал включаться газ. Нажимаешь кнопку, а он не включается. Машина работает, прогрелась. Нажимаю по кнопке переключения. Клац, клац, клац. И ничего. Думал, гадал, чесал, чего делать, и начал делать. И зря. Оказалось, банально все просто. Ничего не происходит, кнопка PPP сигнализирует какую-то ошибку. Ковырялся я долго. Разбирал прям коробку, сами мозги. Проблему я нашел, и она была вот в чем. Вот у меня другой редуктор. Это старый редуктор. Ну, как старый, ему всего лишь там пару лет, я на нем чуть-чуть отъездил, но он слабенький для машины 2-литровой Дастера. Это Аляска обычная. Вот у него клапан. То есть вот этот клапан, он не срабатывал. Я вот со старого редуктора, на новом редукторе не срабатывал. Я со старого редуктора его туда подкидывал, и он все равно не срабатывает. Проблема, я думал, вот в этом. А оказалась проблема в подаче на него электричества. И не в проводке, а в мозгах. Digitronic Maxi 2, мозг иногда глючит. Это сумасшествие. А дошел я до этого, разобрав полмашины, проверив всю проводку, разобрав этот блок. Начал пробовать вольтовку на клеммах, которые вот сюда подсоединяются. Вольтовка была такой. Здесь была масса. Плюс 14,5 вольт на заведенной машине, ну как и надо. И здесь была тоже масса. Плюс только до 11 вольт. Ну, сразу же закралась мысль, что все-таки это в мозгах чего-то сгорело. Начал разбирать мозги, там все прекрасно, все шикарно. Ни один транзистор не паленый, не черный. Все замечательно. Раскрутил их, прям вскрыл, плату смотрел. Ковырял проводку отзвонил, проводку иглой вскалывал, чтобы не бьет ли там где-то провод. Нет, не бьет, все хорошо, все прекрасно. Начал ковырять форумы. Ну, кстати, недолго длился поиск на форумах. Достаточно было всего лишь, наверное, мне сразу туда залезть, и проблема была бы ясна очень быстро. Оказывается, блоки Digitronic Maxi 2 глючат. Вот просто его глюк произошел. От чего непонятно. Я его сбросил до заводских настроек, нажав кнопку на ноутбуке, и все прекрасно. Начал срабатывать клапан, щелчки я начал слышать даже в машине. И, кстати, он на ардуинке, на обычной. Ну, в общем, такая вся история. Почему он стоит так дорого, непонятно. Машинки электрические на ардуинках стоят дешево. И оказалось, что этот блок достаточно было просто сбросить до заводских настроек. Ну, а теперь посмотрите, как это было. А если у вас будет подобная проблема, пожалуйста, вот вам видеоролик, как делать в этой ситуации дальше не нужно. Чего делать тоже не нужно. Хотя прозвон проводки, возможно, даже полезная вещь. Но я не уверен, что это вам поможет. В первую очередь все-таки сбросьте мозги, а потом уже ковыряйте все остальное. В общем, смотрим, наслаждаемся роликом и знаем, что все, что вы в нем увидите, и если у вас такая проблема, это все вам не надо. Вам нужно просто сбросить до заводских настроек ваш мозг Maxi 2. Гараж. Алло, гараж. Все, смотрим.
Друзья, ну вот такой вот получился видеоролик. Я рассказал о проблеме и о ее решении. Все, что было дальше, это лично мои поиски, и так, наверное, не стоит делать. В первую очередь, если у вас такое оборудование и такой блок, в первую очередь сбросьте мозги, а потом уже пытайтесь ковырять проводку, пытайтесь вскрывать, ковырять блок. Возможно, причину вы найдете в другом месте. Ну, у меня было так. Просто глюк. Кстати, плата там обычная ардуинка. Ну, такая же, как стоит, допустим, на машинках детских с пультами управления. Записан алгоритм, который просто работает. Ну, дешевая история, а продают нам эту штуку за 5000 рублей. Ну, такая себе тоже. Но самому, наверное, сделать это сложно. Надо действительно обладать знаниями. Они больше, эти знания не технические, а все-таки именно программные знания. Как запрограммировать, да, газовые агрегаты работать по определенным алгоритмам. Но это, наверное, у обычного рядового, даже программиста, не получится, потому что надо все-таки в этой теме плавать, иметь какой-то опыт. Все, всем пока, до новых встреч. Подписывайтесь, ставьте. Ну, все как всегда.